Всем привет, с вами Илья Бондарев, и я нахожусь на железнодорожной станции посреди пустыни Сахара в Мавритании и в городе, который называется Шум. Этот город расположен посредине, примерно посредине всей железной дороги. Здесь одна линия железнодорожная в Сахаре между городами Зуэрат и Нуадибу. Вот. И сегодня ночью, по идее, поезд приедет. Сейчас приедет поезд, который едет в Нуадибу, но мне туда не нужно. А ночью, посреди ночи приедет поезд в Зуэрат. Я на него запрыгну и отправлюсь в путешествие на товарнике через пустыню Сахара. Началось полное безумие, я этого вообще не ожидал, но начался дождь. И посреди пустыни Сахара начался дождь. Где такое еще бывает? Что за прикол вообще? Я куда приехал? На ночном поезде я доехал до города Зуэрат, проехал его на самом деле, пропустил остановку, где все выгружались, и поезд повез меня в сторону железной руды, там, где добывают железную руду, рудников, и мне пришлось применить свои скиллы, в какой-то момент сойти на ходу, пришлось хоть по 30 км в час, но все прошло успешно, и теперь в той стороне вот лежит город в 5 километрах. Мне нужно пройти по пустыне 5 километров до города Зуэрат и вот привести себя в порядок, потому что путешествие ночью на товарнике через пустыню Сахара, оно сказывается, так сказать. Я заселился в отель, привел себя в порядок, помылся. Сейчас я собираюсь идти на станцию, но перед этим куплю каких-нибудь продуктов, воды, приготовлюсь и пойду к станции и буду там сидеть, ждать поезд. Примерно в 3 часа сегодня должен быть поезд, в 3 часа дня. Я надеюсь, он будет вовремя. В качестве такси здесь используют старые разбитые мерсы. У них даже нет внутри обшивки на дверях. И выглядит это все довольно жестко. Сейчас я взял такси и еду на станцию. И таксист ничего не может почему-то понять, куда мне надо. Стасион дель трен. Дель трен. Эль трен. 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 Нуадибу. Трен. Трен, Нуадибу. Oui. Tu vas partir à Nouadhibou. Si, трен. Тутух, тутух, чучух, 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 чучух. Я пришел на станцию, и почти сразу машинисты пригласили меня в такое помещение, где они ждут своей смены, потому что на улице очень жарко, просто адски палящее солнце, и от этого спасает только ветерок. Здесь же в помещении более-менее нормально, потому что ветер этот с улицы задувает через двери, окна и создает сквозняк. Уточнил время у машинистов, в 16 часов, они говорят, будет поезд. И очевидно, что эти машинисты, поведут его в Нуадибу. Они меня пригласили попить чай, сейчас пойду попью с ними чай. Возможно, как-то получится поехать с ними в кабине машиниста, но это, конечно, маловероятно, но очень бы хотелось. الله حتى بكني جاب لوحدي انا جبت كلمتي والله لا استطاع ميدا واحد قام ولا كلمه قرقاطات من ايدي فيني من الذين في السكن فقط اي حلو السكن فقط كده بديت سمعت حالي لا سيدي علي
Сейчас примерно 5 часов вечера, поезд уже собрали. Это не поезд с железной рудой, а такой сборный состав. Здесь несколько контейнеров, вагоны, бочки, я так думаю, что с водой. И похоже, поезд уже скоро отправится, и я на нем поеду. Train désert, ce train-là, train plus long dans ce territoire ou bien dans cette zone d'Afrique. Ce train transporte le minerai vers Nouadhibou et aussi après Nouadhibou vers l'extérieur, peut-être Chine ou bien pourquoi pas ici, pourquoi pas certains des autres pays pour vendre. Уже вечер, но я наконец-то запрыгнул на товарняк. Здесь постоянно какие-то манипуляции с ним проводились. То есть я запрыгнул, он еще катался. Прицепляли, отцепляли пассажирские вагоны. И вот запрыгивают сюда еще какие-то люди постоянно в вагоны, чтобы доехать до города Порта. Но Адибу, к сожалению, я поеду в ночь. Хотелось бы, конечно, днем, чтобы увидеть больше. فندق وحده 200 200 كم عنده؟ Очень быстро мы остановились на следующей станции примерно через час, и к нашему маленькому сборному составу прицепили поезд с железной рудой. То есть мы ехали на маленьком поезде и на коротком, и он сейчас стал длинным, потому что с рудников подъехал длинный поезд, и мы, в общем, в конце этого поезда теперь. Я ложусь спать, потому что ночь делать особо нечего. Ночь была чертовски холодная, потому что я замерз даже в своем спальнике, который рассчитан на плюс 11, но был сильный ветер, конечно же. Вот, ребята тоже, с которыми я еду, проснулись, у них утренняя церемония, утро всегда, да и вечер тоже
начинается с чая. Они готовят чай, пьют его, постоянно пьют чай, угощают меня тоже. В общем, круто. Едем, пьем чай. Железная дорога здесь, в Мавритании, протяженностью примерно 700 километров, и при этом она как бы без разветвлений по одному маршруту. Здесь невозможно на ней просто заблудиться никак. Ехать примерно час. Всего на этом поезде я провел, наверное, часов 18. И здесь уже чувствуется такой адский ветер океанский, то есть сильный и более холодный. Из-за этого он поднимает более сильную пыль, и ехать здесь становится тяжелее. Я пытался поговорить с чуваками, но получается не очень. Они сами по себе неразговорчивые. И второе, я не знаю их язык. Здесь был чувак, который говорил немного на португальском, а мы немного друг друга могли понимать, потому что я немного говорю по-испански. И мне удалось выяснить, что эти ребята путешествуют так довольно часто, пару раз в неделю. То есть они ездят на груженном поезде с железной рудой, или вот так вот, если повезет, в вагончике, когда такой прицепляют. В целом они ездят в город Нуадибу из города Зуйрат. Ну, примерно по такому маршруту. Покупают, например, рыбу в городе Нуадибу и потом продают ее в городе Зуйрат гораздо дороже. И таким образом у них получается заработать немного денег. Я собираюсь в ближайшее время встретиться с Леней Пашковским, и нам нужно как-то с ним выбраться из Мавритании, потому что билеты отсюда очень дорогие. И есть идея проехать через Западную Сахару в сторону Марокко, но границы сейчас перекрыты из-за коронавируса. Не знаю, получится ли у нас сделать это или нет, но мы попробуем. Пойдем в посольство России здесь, в Мавритании, и попробуем что-нибудь намутить. Пришел к барберу побриться после долгой дороги, и вот тебе уже посреди процесса наливают чай и предлагают выпить его. بالنسبة للأسماك التي فاتتني سيعودها للمجرى حقيقيا وستنتعش وسيعود هذا المجرى سوي التركيا انا قاعد شوف انا اليوم اعطيك تليفون شبيه شو مسوي اي واحد منهم يسوي ينحط زي يقول لك لا حياتي كامله لا ما صار 15 سنه ما صار انا اعطيك صوره عن شيء كيف ليه مصنع